Путин едет на фронт. Кто или что его там встретит и почему на этот раз это не просто обещание? Ключевой партнер РФ таки сдается, масштабная договоренность подписана, но кто получит нож в спину, разберемся в этом вместе с вами. Приказ из Кремля: новые ракеты, которыми оккупанты бьют по городам Украины, могут нести ядерный заряд. К чему это все идет? Орбан придумал хитрый ход, который позволит ему чуть ли не единственному торговать с Россией, что на этот раз изобрел венгерский премьер. Обо всех деталях плана расскажем. Об этих и других главных событиях субботнего утра 1 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Москва снова делает вид, что не при делах. На вопросы о применении запрещенных ракет 9М729 «Новатор» по Украине Кремль ответил привычным уклонением. Спрашивайте у Минобороны. По данным Reuters, Дмитрий Песков заявил, что тип вооружений не тема для Кремля, а компетенция военных. При этом именно эти ракеты в 2019-м стали поводом для выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Песков назвал обвинение ложью и уверял, что Россия якобы тогда все убедительно объяснила. Если вы помните эту историю, собственно, российская действительно, тогда американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма и весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензии безосновательны. Это, если вы помните, это было сколько-то лет назад. Теперь те самые объяснения оборачиваются ударами по Украине. Ракеты «Новатор», когда-то спрятанные за формулировками о недоказанных претензиях, снова в деле и уже на поле боя. Поговорили об этих ракетах с военным экспертом. То есть это, соответственно, повышение ставок накануне возможного саммита. Речь идет о встрече на высшем уровне президента Соединенных Штатов и российского диктатора. То есть они пытаются показать, что Российская Федерация в состоянии военным путем, а не за столом переговоров, исполнить так называемые промежуточные этапы специальной военной операции, а именно взятие под полный контроль территории Донецкой области. На данный момент говорить о краткосрочной исторической перспективе осуществления данных планов российского командования нет оснований. Орбан говорит: «Хочу как у Германии», и просит Трампа сделать исключение и освободить Венгрию от санкций за российскую нефть. Даже Берлин, по его словам, несмотря на выход к морю, добился исключения из санкционного режима для одного из своих НПЗ. Речь идет о заводе в Шведте, где российские активы перешли под контроль немецкого государства. Американский президент смотрит на карту и видит, что воды омывают берега США с обеих сторон, а Венгрия — это страна, не имеющая выхода к морю. Прямой морской транспорт для нас невозможен. Мы зависим от тех транспортных маршрутов, по которым энергия может поступать в Венгрию. Есть, конечно, и линии электропередачи, это отдельный вопрос, и мы должны адаптироваться к этим трубопроводным системам, иначе у нас просто не будет энергии. Основная перерабатывающая мощность Дунайский НПЗ группы МОЛ недавно пострадала из-за пожара и работает не в полную силу на фоне угрозы дефицита топлива. Правительство Венгрии уже представило законопроект, позволяющий в экстренных случаях задействовать резервные автозаправочные станции для снабжения критически важных потребителей. В ООН резко отреагировали на ядерные планы США. Заместитель официального представителя Генсека организации заявил в Нью-Йорке, что, цитирую, «риски, связанные с ядерным оружием, и так находятся на угрожающе высоком уровне». Генеральный секретарь неоднократно подчеркивал, что нынешние ядерные риски уже находятся на тревожно высоком уровне, и любые действия, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями, должны быть исключены. Как он говорил ранее, мы никогда не должны забывать о катастрофическом наследии. Ядерные испытания не могут быть допущены ни при каких обстоятельствах. Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия впервые с 1992-го. Но ничего страшного в этом нет, говорят в Вашингтоне.
У нас есть большой ядерный арсенал, это очевидно. У русских тоже крупный ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что все работает и функционирует как положено. Мы тесно сотрудничаем даже с теми странами, с которыми у нас не самые лучшие отношения, чтобы сдерживать ядерное распространение. Президент продолжит работать в этом направлении, но важно для национальной безопасности США, чтобы наш ядерный арсенал действительно был в рабочем состоянии. Прямо о ядерных взрывах действительно речи пока не идет, но Белый дом не исключает этот вариант. Сам Трамп заявил, что решение принято на фоне испытаний в других странах, в том числе России. Можно предположить, что после запуска российского буревестника. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. США подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году, но до сих пор его не ратифицировали. По данным ООН, с 1945 в мире было проведено более 2000 ядерных испытаний. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Путин собирается в Покровск. Он снова готовит шоу на крови. Теперь там, говорит президент Украины. Владимир Зеленский намекнул, что визит диктатора закончится предсказуемо, даже если он действительно собирается приехать в город, который не находится под контролем российских войск. Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да пожалуйста, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится. Несколько дней назад генералы РФ отчитались Путину о блокировке Покровска, Купянска и Мирнограда. После этого российский диктатор предложил организовать коридор для иностранных и даже для украинских журналистов, чтобы те увидели все своими глазами. Минобороны РФ пошло дальше и заявило о готовности приостановить огонь на несколько часов ради такого пиара. Украинская сторона эти фантазии полностью опровергает. Главнокомандующий Александр Сырский подчеркнул, что никакого окружения Покровска нет. Зеленский подтверждает, обстановка тяжелая, но силы обороны удерживают позиции. А мы спросили у украинского военного эксперта о том, в чем хитрость и как на самом деле обстоят дела в Покровске и Мирнограде. Есть присутствие оккупанта в районе шахты 5/6. Это верифицированная информация. Админ здания данной шахты используются оккупантами как пункты дислокации операторов БПЛА и как, соответственно, место накопления участников малых штурмовых групп. Из изменения тактики действия оккупационных войск на Покровском направлении следует отметить применение тяжелой бронетехники, чего не было уже в течение более полугода. Хочу отметить, что за последнюю неделю силами обороны Украины деоккупировано 4 населенных пункта. Это Кучеров-Яр, Сухечке, Затышек и Шахово, что значительно улучшило тактические положения сил обороны Украины. С начала украинского контрнаступления на Добропольском и Покровском направлении деоккупировано и взято под полный контроль порядка 200 квадратных километров украинской территории. Индия таки сдается. После пошлины нефти все-таки договорились. США и Индия подписывают оборонный пакт. Несмотря на недавнюю торговую войну и откровенно напряженные отношения из-за российской нефти, страны все-таки сели за стол и подписали новое 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Скажу коротко, хочу выразить благодарность министру господину Сингху за его время и за партнерство, которое у нас сложилось с Индией. Отношения между США и Индией одни из самых значимых в мире. Это первая встреча оборонных министров после того, как США в августе ввели 50% пошлины на индийские товары в наказание за закупки российской нефти. В ответ Индия заморозила крупные контракты на покупку американского оружия. Обе стороны обсуждали возможность разморозки этих сделок.
Сотни мирных жителей и обезоруженных бойцов могли быть казнены и убиты во время захвата города Эль-Фашер суданскими паравоенными формированиями. Последний крупный оплот суданской армии в западном Дарфуре пал в воскресенье. По свидетельствам очевидцев, бойцы РСФ устроили расправу над оставшимися, в том числе расстрелы без суда и массовые убийства. Появляется все больше подробностей о зверствах, совершенных во время и после захвата города Эль-Фашер силами быстрого реагирования в Судане. Мы получаем ужасающие свидетельства внесудебных казней, массовых убийств, изнасилований, нападений на гуманитарных работников, грабежей, похищений и насильственного перемещения людей. РСФ традиционно отвергает обвинения в нарушениях и, в свою очередь, обвиняет в преступлениях суданскую армию. Но правозащитные организации уже не первый раз фиксируют действия, попадающие под определение военных преступлений, включая этнические чистки. Лукашенко собирается извиняться, правда, как-то неоднозначно. Сначала говорит, что можем и извиниться, а потом начинает угрожать. Поводом стало заявление Литвы о том, что воздушные шары с контрабандой с белорусской стороны залетают в ее воздушное пространство. Я тогда сказал, если мы виноваты, мы публично извинимся. Да, тогда стоит извиниться. А потом дошло и до угроз. Это что, мы перекроем вот этот Сувалский коридор на Калининград. Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары. Они же проверяются пограничниками литовскими там. Они же проверяются. Вы чего? Это империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Еще пачку подобных заявлений сделал белорусский диктатор. Все вы можете увидеть или прочитать в нашем телеграм-канале. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.